Каждая конкретная наука имеет свой язык, свой конкретный язык. Допустим, химия, химический язык, физика, физический язык, математика, математический язык. А философия может пользоваться и научным языком, и обыденным языком, простым языком. Иногда в пословице простым языком такие мудрые вещи скрываются, что целые тома произведений не раскроют эту мысль. Да? Философия также может пользоваться и художественным языком, языком художественных образов. Ну вот, например, сказка о старике, старухе, золотой рыбке. О чем она? О жадности. Тоже есть что? О чем? Меркантильности, жадности. Это тоже включается. Но я считаю, что это великое философское произведение. Карл Маркс написал 4 тома «Капитала» и говорил о том, что человек создаст общество, где все будут люди равны, где потребности людей будут ограничены, каждый будет хотеть того, чего он может иметь. А Пушкин написал маленькую сказку о старике, старухе, золотой рыбке и показал, что никогда такого не будет. Потому что бабушка, эта старушка, это образ человечества. Люди все время будут желать, 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 пока не останутся у разбитого корыта. Поэтому, видите, простые известные сказки, которые нам серьезные какие-то вещи раскрывают. Или вот сказка про Колобка, все знаете, да, с детства. О чем эта сказка? Колобок хотел на свободу. Колобок хотел на свободу. Ура! Колобок уже свободен. Дальше что? Чем это все закончилось? Съели Колобка. Кто отрицательный герой? Лиса. Ах, какая она нехорошая, она съела Колобка. Но на самом деле отрицательный герой в этой сказке Колобок. Потому что он не знал различия между волей и свободой. Не случайно в криминальном мире говорят, век воли не видать, а не век свободы не видать. Потому что есть разница между волей и свободой. Как в английском языке есть понятие freedom и есть понятие liberty. Freedom – это физическая свобода. Я хочу на волю, тождественно воле, когда физически человека закрывают, ограничить его freedom. А liberty – это политическая свобода. Вот Колобок, он не знал, чего он хочет. Он знал, чего он не хочет. Он говорит, я от бабушки шел, я от дедушки ушел. А куда он идет? Он этого не знал. Говорят, ни один ветер не может быть попутным тому кораблю, который не знает, в какую гавань он держит путь. То есть, если ты не знаешь, чего ты хочешь, то чего ты не хочешь, это не есть свобода. Вот как раз-таки в науке дифференцируют негативную свободу от позитивной свободы. Позитивная свобода, когда ты знаешь для чего. Вот у Ницше в работе «Так говорил Заратустра», он говорит, свобода от чего? Какое дело до этого Заратустра? Ты мне скажи, свобода для чего? И тогда я пойму, кто ты. Что ты хочешь? Вот Колобок не знал, что... Он никогда не смог бы дойти. Не лиса виновата, что он погиб. Он виноват, то, что он не знает, чего он хочет. Это проблема многих людей, которые знают, чего они не хотят, но не знают, чего они хотят. Вот философия, она должна раскрыть именно суть позитивной свободы. Вот видите, в сказках много можно привести еще сказок, где философия языком художественных образов раскрывает глубокие какие-то проблемы. Допустим, «Гадкий утенок» Андерсона или взять Достоевского «Преступление и наказание». Это философия, выраженная в художественной форме. Не случайно Альбер Камю писал, что если хочешь быть философом в 20 веке, пиши роман. То есть то, что читают все, и то, что дойдет до сердца обычного человека. Но с другой стороны, сам же Камю говорит, что философия – это современная форма бесстыдства. Как вы это понимаете? Что значит современная форма бесстыдства? Вот значит, есть философия матрицы, которая пользуется какими-то понятиями, которая свой язык создает, который читает и ничего не понимает. Вот это форма бесстыдства, когда надо
что-то обосновать, пользуясь философией, когда философию используют в идеологических целях. Также и религию используют в идеологических целях. У некоторых людей формируется отрицательное отношение к религии, потому что религия превращается в средство идеологии. Но не она виновата, а тот, кто ее использует. Также и философия. Она может быть светом, но ее могут использовать в качестве средства убавления этого света и созидания тьмы.